Друзья, вот такой вот D2, вот такой обалденный Times Frame, это обалденное устройство, это не просто фоторамка или видеорамка, это еще и, как еще? Это настолько мультизадачное устройство, это часы, будильник, планировщик, он может отображать все, что хочешь, это очень красиво, то есть это элемент интерьера, это идеальный подарок, а что, так не видно было, да? Как ты? Фонарь, да, то фонарь, короче, ну, в общем, а ты подойди поближе, покажи ребятам, как это, охренительно выглядит. Смотрите, и это настолько классный элемент интерьера, то есть это хороший подарок, это классное развлечение, это для стримеров, для тех, кто любит вот что-то необычное, это очень классная тема. И откуда эта тема взялась? Дело в том, что я большой приверженец вот таких вот D2 устройств. У меня есть, я делал обзор вот таких вот киберпанков. Кстати, протереть уже надо, потому что у меня тут вечно мы куда-то мигрируем. Давай переключаем какие-то режимы тут, да, там, вот, медвежата у меня, там, что там у меня еще там, различные всякие приколы, короче. Какое твое любимое? Не это, а что там, еще что-то есть, да? Там есть, нет, тоже не то, но это тоже хорошо. Ага, это медведи. Вот, отставь. Да твою ж налево. Вот это серединка, Да, все видели? да. Вот такая вот штука, это колоночка D2. Я очень большой приверженец именно этих мультимедийных развлекательных устройств. Но сегодня мы конкретно по Times Frame. Очень классная тема. И сейчас мы ее пойдем распакуем, посмотрим, сколько она стоит, где можно купить. И потом уже будем смотреть с вами мультимедийность данного устройства. Так что переходим на канале Технозон, подписываемся и все, и поехали. Так, смотрим. Смотрите, 10-дюймовый экран, HD экран. Смотрите, какой дизайнчик. Поддерживает фото, видео, трансфер. 350 тысяч фотографий. Слушайте, тут вообще онлайн пиксель арт-галерея. Но все мы знаем, что такое Divum, да? Давайте посмотрим все-таки на него поближе. Именно поближе Divumчик. Упаковано прям край качественно. Что у нас тут есть? Смотрите, книжечка. Есть у нас тряпочка для протирки, а это прям очень-очень. Ну и здесь кабель, скорее всего, питания. Да, здесь кабель питания, нам это не интересно. Нам интересно само по себе устройство. Потому что дизайн здесь обещает быть вот прям как у моего киберпанка. Из той же серии. Смотри, прям пломба. Серьезно. Да, открывать его как приятно. Понимаешь, что приятно. Ну, как всегда. А ну, давай. Ты это видел? Капец. Ты это видела, какая классная? Смотри, Time Frames. Вот это вот RGB. Мы сейчас будем включать, смотреть. Смотри, это крутилочки. Смотри, яркость. Смотри, опять же в стиле киберпанк. Да. Кнопка назад, кнопка тоже настроек. Дивумчик. Сзади только Type-C-шка. Все. Так, резиновые ножки, это очень хорошо. Divum Times Frame. Слушайте, ну что, вообще я предлагаю его включать. Здесь сверху текстура. Прям это очень красиво. Да. Вот серьезно, очень красиво. При этом минимум каких-то настроек, минимум каких-то вещей. Они еще и кнопками являются. Смотри, они не просто крутятся, они еще и кнопки. Будем сейчас включать, подключать к приложению и уже тестировать. Ну что, пока что отложим наш D2 Times Frame и посмотрим на AliExpress, сколько он стоит. Стоит он $179 34 цента, есть в 3 цветах и дизайн там, поверьте, просто-напросто ошеломительный. При том, что вы же знаете, у меня есть вот такой D2, да, там у меня есть еще мой киберпанк D2. Но давайте посмотрим, что они заявляют. А заявляют они очень много красивых циферблатов. Много красивых, управляется через D2 приложение, у меня оно, кстати, есть. Смотрите, сколько тут, я сейчас прям уже хочу включать. 64 гигабайта встроенной памяти. Подарок на день рождения, конечно же, что можно подарить, да, там на какую-то годовщину, на Рождество и просто вот для домашнего какого-то декора очень даже хорошо подойдет. Говорит, лисичка кричит, когда накосячил, тоже можно подарить. Никакой рекламы, как мы понимаем, да, они вот, и что еще они тут показывают? Знаете чего? 10,1 экран, боя, прозрачный IPS панель 1280 на 800 HD. Вот это, кстати, прикольный экранчик, чисто для таких дел. Тут, конечно, вариантов использования. О, подождите.
А что оно показывает? RGB лайтинг при воспроизведении песен. Есть кнопки управления. Слушайте, ну прям вообще вот расписали. По маркетингу вообще вопросов нет. По маркетингу вообще вопросов нет. Ссылка в описании под видео. Пошли уже смотреть в реальности. Что это за штучка поближе так. Ну теперь рассмотрим все вблизи. Смотрите, все очень просто. Здесь у нас RGB компонента, может светиться в зависимости от звука, но может и менять. Сейчас мы с вами в приложении рассмотрим, как это все работает. При том, что управлять им можно не только из приложения. Управлять циферблатами можно и здесь, как мы видим. То есть у нас здесь есть набор циферблатов, которые мы можем выбрать прямо с ваших часов. Да, там вот смотрите, прямо с этого устройства. То есть можем выбрать любое из доступных. При том, что каждая из них кастомизируется, есть огромное количество, притом вот есть даже мои, вот я вот видео, у меня есть фото мои, которые я ставил, вот, пожалуйста. Ну, оно может подогнать вам, обрезать, подогнать вам, либо вы можете отредактировать фото как хотите. Я загрузил просто рандомных кучу фотографий, которые у меня есть свои в галерее, и просто вот смотрю их сейчас, да. При том, что вы сюда можете загружать не только фото, вы можете сюда загружать и видео. Вверх достигнут, да, там давайте другое посмотрим. Это вот видео у нас. Вот, пожалуйста. Играть с текущего фото. Это вот мои машины. Вот я просто сюда вывожу его как на видеорамку, да, там. При том, что здесь есть 64 гигабайта и хватит, допустим, загрузить намного больше видео, чем можно, скажем так. Можно ставить обыкновенные циферблаты, да, которые мы видим. Можем ставить кастомные циферблаты, в которых мы можем, допустим, что-то с вами мониторить. В данном циферблате мы можем с вами мониторить, допустим, Reddit, можем мониторить TikTok, Pinterest, там, YouTube, Twitch. Ну, это как вариант. Все это настраивается в самом приложении. Тоже сейчас покажу. Вот, смотрите, красивый циферблат, да, где мы можем, допустим, отслеживать курсы акций, курсы крипты, при этом тоже можно настроить погоду, смотреть, обменные курсы, еще какие-то картинки, часы и разные часовые пояса с календарем. Это, кстати, RSS-лента даже есть, которую вы можете сюда кастомную RSS-ленту подключить. И таких рамок, и таких часов здесь бесконечное множество, понимаете? Либо фоторамка, либо видеорамка, либо, допустим, какие-то достаточно серьезные кастомные часы тоже здесь они будут отображаться. То есть вы можете, ну, бизнес-рамки, да, там создавать, смотреть, там, что мы можем. А вот, кстати, отслеживание НБА, да, вот смотрите, вот. НБА расписание, ну здесь сейчас не настроено тоже, чего там мы не будем расписание смотреть. Есть курс даже биткоина, ну к USD, ну здесь он в принципе просто как этот показан. Если на него зайти, то будет, конечно, вот показывать реальный курс там на текущий момент, при этом он будет постоянно изменяться. Это, кстати, можно использовать где-то просто вот даже как этим криптоинвесторам для какого-то оформления купить. Это очень прикольно. При том, что есть у нас и настройки, есть у нас, смотрите, таймеры, настройки самого устройства. Мы можем зайти в настройки, регулировать яркость, настройки слайд-шоу, ночной режим, цветовая температура, голосовое уведомление, подключение к сети, дата, время, выставить температуру, язык можно, сбросить все настройки и так далее. Также у нас есть здесь, сейчас покажу вам, вот. Смотрите, у нас здесь есть, кроме этого, управление галереей, есть инструменты. Из инструментов у нас есть, смотрите, секундомер, обратный отсчет, табло, обнаружение шума, Google календарь и календарь Microsoft. Это тоже сейчас покажу. Табло — это просто вот табло, которое отображает, допустим, счет. Поставили табло, с друзьями играете, нажали там, бам, там здесь 1, да, там здесь там поставили, бам, здесь у кого-то счет там 5. И вот так вот вести просто-напросто счет. Достаточно интересная, удобная, прикольная штука. Но как только мы задействуем приложение, то здесь у нас все совсем по-другому. В приложении вообще топово. То есть вы можете это все делать через приложение, переключать различные свои вот эти вот альбомы, да. Также кастомизировать, например, вот на примере вот этой штуки мы можем нажать здесь 3 полосочки и кастомизировать RSS-ленту. Вот видите, здесь даже показаны элементы, которые можно кастомизировать. То есть календарь кастомизировать, киберкарренси, короче, курс. Потом мировые часы, аналоговую анимацию можем кастомизировать. И так это касается любой рамки, которая есть, да.
Вот, например, такую рамку мы выбрали, рамка красивая, мы здесь можем кастомизировать с вами любой из этих, то есть комментировать, можем горячий комментарий поставить, можем поставить display time, вот таким вот образом, с какого по какое. То есть, ну, здесь что у нас? У нас здесь картинка и все, да, вот она имеет вот такой вот с вами вид. Но мы можем с вами, например, выбрать более сложную рамку. Давайте вот Винда 95, да, это классная рамка, она красивая, стилевая. Вы заходите и здесь тоже кастомизируете каждый из элементов. То есть, например, вы хотите, чтобы здесь были картинки там какие-то, да. Здесь вы хотите, чтобы у вас там было, ну, вот в нижней, да, там какой-то записке. Вы хотите, вы можете там выбрать календарь, можете выбрать, например, там вот такую штуку, там, любую, она вот изменится. Это счетчик до Нового года. Ну, не выставлено у нас сейчас пока. Ну, здесь не дата, ничего. То есть мы просто пока не выставляли, не настраивали таким вот образом. При том, что вот есть вот такие вот интересные, более кибер варианты. Это больше похоже на мои киберчасы, которые у меня были, да, ну, вернее, которые у меня есть, которые я вот обожаю. Это просто вот... Которые были на обзоре. Да, которые были на обзоре. Вот, смотрите, это вот именно вот такие вот варианты, да, там киберчасов. Тоже с отслеживанием курсов, с отслеживанием там каких-то моментов, акций, Tesla, там, например, Apple, Nvidia и тому подобное. И они тоже абсолютно хорошо кастомизируются. Вы здесь можете выбрать на каждый из элементов, что вы хотите там видеть. Видите? То есть, например, на биткоин вы можете выбрать там виртуальное, либо биткоин, да, там Ethereum, либо еще что-то. То есть это все классно. Смотрите, как красиво, да? То есть вот это вообще топ. Вот такое поставил и тупо чисто чилишь, смотришь такие картиночки. Это действительно очень классно. Также вы можете настраивать, вы можете RGB, вот эту вот подсветочку менять. Ее можно ставить разных типов. Смотрите, там переливками, заливками, одними цветами, там различными волнами. Но при этом ее можно поставить так, что она будет в режиме эквалайзера работать. Видите, она реагирует на голос, реагирует на какой-то звук, на музыку, и просто как цветомузыку можно поставить. У меня есть свои любимые, я вот такие вот моменты ставлю, и мне вот так вот просто-напросто нравится, как оно работает. Дальше у нас здесь есть еще управление фотоальбомами, дизайнами управления. Вы можете просто рисовать что-то, допустим, там сами там какие-то пиксельные штуки, ну, чисто заморочиться, да, там можете их анимировать, это уже для вашего творчества. Допустим, высокоинтеллектуальное рисование, например, я хочу здесь красный огурец, да, там, давайте красный огурец, давайте огурец. И давайте начать генерацию. Ну, получилось, что получилось. В принципе, можно там, да, поприкалываться, можно импортировать на холст, да, и потом его доработать, дорисовать, тут какие-то там пиксели свои нарисовать. Перерисовать? Да, перерисовать. Также очень классная тема, есть Google календарь, где вы можете синхронизировать, можете войти в аккаунт Google, например, свой, и синхронизировать ваше расписание с вот этой вот рамкой, либо, если вы, допустим, у меня просто в Google календаре ничего нет, я зарегистрировался, да, там можно выйти. Есть еще Outlook календарь, смотря с чем вы работаете. Да, есть у нас вот такой вот переключатель таймера, можно включать-выключать в определенное время. Есть у нас планировщики, табло, будильник и что еще. Да и в принципе и рисование, разукрашки, и больше ничего такого нет. В основном всем это больше вот рассчитано на вот такие вот фоторамочки, которые вы можете использовать. Фото и видеорамки, которые можно использовать в рамках вот такого вот устройства. Это очень красивые рамки, все кастомизируемое, все классно. Я в принципе готов уже пройти и прорезюмировать данное видео. Ну, в качестве выводов скажу, это классный подарок, это классно купить себе, это классно купить другим, это классно использовать. Это, сейчас тут курс биткоина показывает, да? Это просто классная тема, на самом деле, очень-очень мне нравится, поэтому рекомендую настоятельно. С вами был Бабл на канале Технозон, ссылки все в описании под видео, пока.